Как США атаковали и захватили иранский корабль «Тоуска». Уникальные кадры операции и все подробности. Что с судном и экипажем? Иран назвал захват судна пиратством и терроризмом США. Переговоры якобы отменены, но в Исламабаде к ним все равно готовятся. Европейские рынки рухнули из-за срыва переговоров. Если Ормузский пролив не откроют, в Европе начнется худший кризис за десятилетия. Тем временем Россия опять настойчиво предлагает свою нефть, а Лукашенко грозит Америке и Европе ядерным оружием. Землетрясение в Японии, угроза цунами и объявление об эвакуации. Испания легализует десятки тысяч нелегалов. Достаточно просто выстоять очередь за документами. Франция расследует дело против Илона Маска за дипфейки в соцсети X и ответы нейросети Grok. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль не убеждал его атаковать Иран. После сообщений в СМИ о том, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху повлиял на решение Трампа начать войну против Ирана, а также критики со стороны правых комментаторов. Израиль никогда не убеждал меня воевать с Ираном. Но случившееся 7 октября укрепило мое многолетнее убеждение, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Я смотрю и читаю фейковые новости, комментарии экспертов и опросы общественного мнения с полным недоверием. 90% того, что они говорят, ложь и выдуманные истории, а опросы сфальсифицированы, как и президентские выборы 2020 года. Точно так же, как и результаты в Венесуэле, о которых СМИ не любят говорить, результаты в Иране будут потрясающими. И если новые лидеры Ирана после смены режима будут умны, у Ирана может быть великое и процветающее будущее. Президент Дональд Трамп. Новые детали захвата американским флотом иранского судна «Тоуска». Ночные кадры, опубликованные Центральным командованием США, показывают, как морские пехотинцы с десантного корабля USS Триполи высаживаются на иранское грузовое судно «Тоуска». Сначала пролет вертолетов, затем спуск бойцов по канатам прямо на контейнерную палубу. Операция началась после 6-часового противостояния. Эсминец USS Spruance неоднократно требовал от судна изменить курс. Однако экипаж не подчинился. В итоге корабль открыл огонь из 127 миллиметровой артиллерийской установки по машинному отделению, выведя из строя двигатель. После этого на борт высадились морпехи и установили полный контроль. USS Spruance — это современный ракетный эсминец с водоизмещением около 9000 тонн. Он оснащен крылатыми ракетами «Томагавк», системами ПРО, торпедами и универсальной артиллерией. Корабль действует в составе авианосной группы с USS Abraham Lincoln и считается одним из ключевых элементов морской группировки США в регионе. Захваченное судно, по данным трекинговых сервисов, ранее курсировало между китайским Чухаем и иранскими портами и находилось под санкциями с 2018 года. При этом его груз официально не раскрывается. Дальнейшая судьба «Тоуска» теперь зависит от юридических процедур. Эксперты отмечают, в условиях морской блокады такие суда могут быть признаны военным трофеем. Это означает, что после досмотра и решения специального суда корабль может перейти под контроль США. Отдельный вопрос – экипаж. Если на борту находятся гражданские моряки третьих стран, их, вероятно, репатриируют. Если же речь идет об иранских военных или связанных с корпусом стражей исламской революции, они могут быть задержаны как военнопленные. Тегеран уже резко отреагировал, назвав действия США агрессией и пиратством. Государственное телевидение Ирана процитировало заявление представителя КСИР Ибрагима Зальфакари. Пресс-служба Центрального штаба Тхатам Аль-Анбия заявляет, после явного нападения террористических команд США на иранское торговое судно в водах Оманского моря вооруженные силы Исламской Республики Иран были готовы к решительному противодействию американским агрессорам. Из-за присутствия на борту членов семей сотрудников судна они столкнулись с ограничениями, чтобы сохранить их жизнь и безопасность, которые в любой момент находились под угрозой. Вооруженные силы, с учетом существующих условий, после получения уверенности в сохранении жизни семей и членов экипажа судна, подвергшегося нападению США, предпримут необходимые действия против террористической армии США. Исламабад готовится к возможному новому раунду переговоров между США и Ираном. В пакистанской столице усиливаются меры безопасности. В так называемой «красной зоне», где расположены парламент, Верховный суд, правительственные учреждения и иностранные посольства, введены повышенные меры безопасности. Движение на главной магистрали фактически остановлено. Полиция перенаправляет транспорт из-за прибытия иностранных делегаций.
Жителям города рекомендовано использовать альтернативные маршруты, а государственным служащим предписано работать из дома. Два главных отеля в центре города, Сирена и Marriott, полностью освобождены от гостей. Именно здесь ранее проходил первый неудачный раунд переговоров, и именно сюда, как ожидается, прибудут делегации. По предварительным данным, в Исламабад сегодня должен прибыть вице-президент США Джей Ди Венс вместе с высокопоставленными чиновниками. Однако в Тегеране пока заявляют, никаких планов по новому раунду переговоров на данный момент нет. Иран заявил, что второй раунд переговоров с США пока не планируется. По словам представителя МИД Исмаила Багаи, диалог поставлен на паузу на фоне обострения ситуации. На данный момент, в то время как я говорю с вами, у нас нет плана по следующему раунду переговоров. По этому поводу не принято никакого решения. Мы стали свидетелями того, что Соединенные Штаты настаивали на недобросовестном подходе и нарушении прекращения огня. Все это является свидетельством того, что Соединенные Штаты, по-видимому, не проявляют серьезности в дипломатическом процессе. Действительно, мы были тверды в процессе переговоров, потому что знаем, какие вопросы являются для нас приоритетными и какие мы не можем принять. По некоторым вопросам мы с самого начала ясно заявили, что они для нас неприемлемы, и настаивание на них со стороны США не изменит наших позиций. Я считаю, что наши позиции являются очень разумными и справедливыми. К сожалению, Соединенным Штатам трудно извлекать уроки из прошлого опыта. Соединенные Штаты настаивают на некоторых неразумных и нереалистичных позициях. Китай обеспокоен захватом Соединенными Штатами иранского грузового судна и призвал все стороны действовать сдержанно и соблюдать условия перемирия. В Пекине подчеркнули необходимость избежать эскалации и создать условия для восстановления нормального судоходства. Ситуация в Ормузском проливе является чувствительной и сложной. Китай выражает обеспокоенность в связи с принудительным перехватом соответствующих судов Соединенными Штатами и надеется, что заинтересованные стороны будут действовать ответственно, соблюдать соглашение о прекращении огня, избегать обострения конфронтации и эскалации напряженности, а также создать необходимые условия для восстановления нормального прохода через пролив. Текущая региональная ситуация находится на критическом рубеже между войной и миром. Теперь, когда окно для мира открылось, необходимо создать благоприятные условия для скорейшего завершения войны. Китай поддерживает соответствующие стороны в сохранении динамики прекращения огня и переговоров. В соответствии с духом четырехпунктного предложения председателя Си Цзиньпина, Китай продолжит работать над деэскалацией ситуации и играть конструктивную роль в конечном достижении прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке. Кремль призвал продолжать переговоры по Ирану, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не выступает посредником, но готова подключиться и содействовать мирному урегулированию. Мы видим, что ситуация очень хрупкая, что ситуация непредсказуемая, но мы надеемся, что все-таки переговорный процесс будет продолжен, и благодаря этому удастся избежать дальнейшего развития событий по силовому сценарию. В этом случае могли бы быть гораздо более негативные последствия и для безопасности в регионе, и для мировой экономики. В настоящий момент Российская Федерация не является посредником в переговорном процессе. Мы, как это неоднократно заявлялось на различных уровнях, безусловно, мы готовы оказать любое востребованное содействие для выхода на мирное урегулирование и достижение соответствующего соглашения. Напомним, ранее Дональд Трамп на аналогичные предложения Путина уже не раз предлагал тому сначала самому закончить войну с Украиной, а потом заниматься помощью с Ираном. Также Песков прокомментировал решение США продлить ослабление санкций против российской нефти. Россия остается ответственным и очень важным игроком на энергетических рынках мировых. Рынки переживают сейчас не лучшие времена. И, конечно, скажем так, российские объемы очень трудно не учитывать и не принимать во внимание. Европейские рынки пошли вниз на фоне нового витка напряженности вокруг Ирана. Паневропейский индекс Stoxx 600 снизился почти на 0,8%. Просели и ключевые площадки. Немецкий DAX и французский SANS потеряли около 1%. Инвесторы реагируют на обострение ситуации после того, как США захватили иранское судно, а Тегеран пообещал ответ. Мы начали новую неделю осторожно, даже с некоторыми потерями, потому что приближается окончание прекращения огня. Это уже завтра. И пока Иран ведет огонь по танкерам и нет договоренности о продлении перемирия, напряженность на торговых площадках будет оставаться высокой.
Ситуация начинает становиться серьезной. Мы можем справляться, возможно, около 2 месяцев при закрытом Ормузском проливе. Но через 3-4 месяца начнутся критические проблемы с гелием, керосином, топливом в целом, а также с удобрениями. Запасы есть, они были сформированы заранее, поскольку существовали ожидания, что эта война может начаться. Если это затянется, это станет проблемой. Фондовый рынок пока этого не закладывает. Но если срыв перемирия укажет на новую эскалацию, рынки к этому действительно не готовы. Инвесторы хотят оставить войну с Ираном позади, хотят смотреть дальше этих ориентиров по росту. В период отчетности они будут очень внимательно изучать балансы, чтобы понять, насколько глубоким является этот спад. И можно ли его действительно просто игнорировать? Я думаю, что все это будет урегулировано через секторную ротацию. Инвесторы хотят оставаться на рынке и будут проигравшие. Те, кто хуже адаптируется к ситуации. Высокие цены на энергию, сбои в цепочках поставок, одни компании смогут адаптироваться лучше. И поэтому инвесторы немного перераспределяются из одного сектора в другой, не обязательно вызывая при этом серьезную коррекцию на уровне индексов. Израиль восстанавливает поселение на западном берегу реки Иордан. В воскресенье на символической церемонии восстановления поселения Санур израильские министры открыто призвали к расширению поселенческой активности. Семьи возвращаются, заселяются во временные фургоны, обустраивают быт. Санур – одно из 19 поселений, эвакуированных в 2005 году при премьер-министре Ариэле Шароне. Тогда Израиль вывел поселенцев и из Газы. Но этот шаг до сих пор остается предметом острых политических споров в Израиле. Среди вернувшихся – глава регионального совета Шомрона Йоси Даган. 20 лет назад мою семью выселили отсюда. Это поселение разрушили. Были люди, которые думали, что это приведет к миру. В результате последовал террор в таких масштабах против всего государства Израиль, кульминацией которого стали события 7 октября. Сегодня по решению правительства Израиля это поселение вернулось, и моя семья и я спустя 20 лет тоже вернулись сюда. Мы покинули свой дом и поселились в фургоне, и нам кажется, что это лучший дворец в мире. Потому что мы вернулись домой. Мы вернулись на свою землю, потому что это наша родина. И на практике мы также обеспечим безопасность и укрепим безопасность всего государства Израиль, потому что где есть поселение, там есть безопасность. Жители этого места — хорошие люди, люди, которые хотят делать добро. Мы приехали, чтобы строить свою родину, и у нас нет абсолютно никакого намерения причинять вред кому-либо другому, ни в коем случае. Армия обороны Израиля борется с террористами, а мы строим эту землю. В каждом обществе есть люди, которые совершают ошибки, и мы тоже. Согласно данным полиции, уровень преступности здесь самый низкий в стране. На церемонии звучат и более жесткие заявления. Я отсюда призываю премьер-министра на фоне отказа Хамас принять ультиматум США о разоружении и демилитаризации. Отдать приказ, я уверен, министр обороны с радостью его выполнит, захватить Газу, захватить центральные лагеря, установить военное управление, полный израильский контроль, да, и заселить всю Газу. Без поселений нет безопасности. Есть один ясный показатель, который самым наглядным образом демонстрирует эту приверженность. Правительство под руководством Биньямина Нетаньяху с момента нашего прихода к власти создало более 100 новых населенных пунктов в Иудее и Самарии. На местах есть и более радикальные настроения. Некоторые поселенцы открыто говорят о вытеснении арабского населения в секторе Газа и на западном берегу, ссылаясь на исторические и религиозные аргументы. Некоторые страны считают израильские поселения на западном берегу незаконными. Израиль эту позицию отвергает. Александр Лукашенко считает, что размещение тактического ядерного оружия в Беларуси рассматривается как элемент обороны, а не давление на другие государства. В интервью российскому государственному холдингу пропаганды на зарубежные страны Russia Today, занимающий кресло президента Беларуси Александр Лукашенко, заявил, что оборона Беларуси усиливается за счет отношений с Россией, и для Москвы потеря Беларуси стратегически неприемлема. Америка и Израиль отправляют миру не сигнал о мире или о перемирии. Они, наоборот, демонстрируют агрессию, они, наоборот, отказываются идти на компромиссы, и они нападают на страны, как, например, на Иран, которые они считают слабее. Я знаю, и вы упоминали, у Беларуси есть тактическое ядерное оружие. То есть вы себя чувствуете защищеннее и спокойнее, потому что оно у вас есть в этой ситуации, когда США, Израиль демонстрируют такую агрессию? Вы знаете, не от Израиля, где у нас очень много наших соотечественников, разумных людей. Там же уехавшие с Советского Союза люди живут, и дети их, и немало из Беларуси.
Поэтому там достаточно нормальных, здравомыслящих людей. Я в целом говорю, прежде всего, о руководстве. Что касается Америки, я не думаю, что американцы ставят своей целью воевать против Беларуси. Вот тут как раз наоборот, исходя из тех контактов, которые я имею с близкими людьми Трампа. Не только политиками, но близкими людьми Трампа. Я понимаю, что даже если американцы захотят с нами воевать, не дай бог, то они будут воевать с территорий балтийских государств, Польши там и так далее. Ну, как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир и кого-то пугать? Да нет, это фактор нашей защиты, нашей безопасности. Это фактор. И добавьте к тому все, что есть у Российской Федерации. Мы ближайшие их союзники. Потерять сегодня Беларусь для России неприемлемо. Как у нас раньше говорили, значит, враг будет стоять в Смоленске, под Москвой. Это для России неприемлемо. Ну и потом, мы союзники. Мы юридически связаны друг с другом, и Россия прямо заявила, что она применит весь арсенал оружия, защищая Беларусь. Это знает весь мир. Америка знает, и Европа знает. Поэтому столкновение с Белоруссией – это столкновение с Белоруссией и Россией. И создана соответствующая группировка на западе России, которая поддержит белорусскую армию мгновенно. Ну а какое оружие у них, вы знаете. Поэтому мы не хотим войны. Как вы думаете, европейцы хотят войны с вами и Россией, тем более с Россией? Ощущение, что да. Я продолжаю слышать эти враждебные заявления от таких людей, как Мерц. Вот он собирает большую армию, чтобы пойти воевать с Россией. Это не прямая цитата, но посыл транслируется именно такой. Возможна ли война? Нет, это невозможно, и, по крайней мере, сейчас они этого не хотят. Как будет завтра, время покажет, потому что мир настолько турбулентен, мир настолько непредсказуем, что непонятно и неизвестно, что будет завтра, не то, что послезавтра. Сегодня они этого не хотят, потому что это для них плохо закончится. Особенно в то время, когда у них не очень хорошие отношения с Соединенными Штатами Америки. Им бежать некуда. А бежать придется. Поэтому они не хотят столкновения Белоруссии и России ни в коем случае. Я в это не верю. Какая бы там ни была риторика. С НАТО все, многие говорят, что НАТО – конец. Вы думаете, что НАТО – конец или альянс при смерти? Нет. Даже если Трамп примет решение, что НАТО все, то у него не хватит времени это осуществить. Придут другие люди, которые будут спасать НАТО. Да и Трамп и его люди понимают, что НАТО – это не только боеголовки и деньги Соединенных Штатов Америки. Это колоссальный плацдарм Соединенных Штатов Америки вместе с своими союзниками на Евразийском континенте. В Болгарии подводят итоги досрочных парламентских выборов. И, судя по предварительным результатам, уверенную победу одерживает коалиция «Прогрессивная Болгария» во главе с бывшим президентом Руменом Радевым. После обработки более 97% бюллетеней она набирает около 44,7% голосов. Однако даже такой результат не дает абсолютного большинства. Страну, вероятно, ждут сложные коалиционные переговоры. На втором месте блок ГЕРБ-СДС бывшего премьер-министра Бойко Борисова с результатом около 13,4%. Эта коалиция ранее формировала одно из последних правительств страны, которое ушло в отставку на фоне массовых антикоррупционных протестов. Третью позицию занимает объединение «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» около 12,8%. Именно с этим блоком Румен Радев уже допускает возможность формирования коалиции. Парламент также проходят еще две политические силы. Движение за права и свободы, представляющее в том числе интересы турецкого меньшинства, получает примерно 6,7%. Ультранационалистическая партия Возрождения чуть более 4%. Ее лидер Костадин Костадинов ранее неоднократно выступал за поддержание отношений с Россией.
Сам Румен Радев заявил, что готов рассматривать разные варианты коалиции, чтобы обеспечить стране нормальное и стабильное правительство. Я очень обеспокоен, скажем так, потому что если оно окажется полностью пророссийским, как это может быть, это может создать большие проблемы, но я полагаю, что люди не позволят ему внести существенные изменения в геополитическую ситуацию. Я верю в него. Я вижу, что он будет действовать, а не только говорить. Это самое важное в любом деле, не только в политическом, но и в любом другом. Честно говоря, я не знаю, верить ли в то, что поведение болгарского политического класса изменится. Или это очередной обман. Честно говоря, думаю, многие чувствуют то же самое, растеряны, но я надеюсь, что все к лучшему, потому что в конце концов нам давно пора было что-то изменить. На севере Японии мощное землетрясение магнитудой 7,7. По уточненным данным японского метеорологического агентства, очаг залегал на глубине около 20 километров, а не 10, как сообщалось ранее. На острове Хансю интенсивность толчков достигла уровня 5+ по японской 7-бальной шкале. При такой силе людям трудно удержаться на ногах, падает мебель, возможны разрушения неармированных конструкций. Сразу после удара власти объявили угрозу цунами. Предупреждения о волнах высотой до 3 метров были выпущены для префектур Ивате и Аомори, а также для Тихоокеанского побережья Хоккайдо. Фактически зафиксированы волны до 80 сантиметров в порту Кудзи и около 40 сантиметров в Мияко. Премьер-министр Японии Санае Такаичи отдала приказ об эвакуации граждан из пострадавших в результате землетрясения районов. Примерно в 16:53 по местному времени сегодня произошло землетрясение с эпицентром у побережья Санрику. Сильные толчки с максимальной интенсивностью более 5 баллов были зафиксированы в префектуре Аомори. Кроме того, объявлено предупреждение о цунами для префектуры Ивате, центральной части Тихоокеанского побережья префектуры Хоккайдо и Тихоокеанского побережья префектуры Аомори. Жителям районов, находящихся под предупреждением о цунами, следует немедленно эвакуироваться на возвышенности или в безопасные места на возвышенности. Сразу после землетрясения правительство создало в Центре кризисного управления при канцелярии премьер-министра Координационный центр по чрезвычайным ситуациям. По моему указанию мы делаем все возможное, чтобы оценить масштабы ущерба, принять экстренные меры в связи со стихийными бедствиями, включая спасательные операции, и своевременно и точно информировать общественность. По данным японских СМИ, эвакуационные распоряжения затронули миллионы человек. В прибрежных районах предписано эвакуироваться как минимум 170 тысячам жителей. Серьезные перебои затронули транспорт. Остановлено движение скоростных линий Тохоку Синкансен и Ямагата Синкансен. Железнодорожные операторы проводят проверку путей инфраструктуры. Отдельное внимание атомным объектам. По информации операторов и регулирующих органов на АЭС Хигасидори, Онагава, Фукусима-1 и Фукусима-2 отклонения от нормы не зафиксировано, системы безопасности сработали штатно. В Испании стартовал новый этап масштабной легализации мигрантов с переходом к очной подаче документов. После запуска онлайн-приема заявок власти открыли возможность личного обращения, и это сразу привело к очередям в разных регионах страны, от Каталонии до Андалусии. Люди занимают места с раннего утра, чтобы получить необходимые документы, включая регистрацию по месту жительства и подтверждение срока пребывания. Власти признают нагрузку на систему. Чтобы ее снизить, прием заявлений распределили не только между миграционными офисами, но и почтовыми отделениями, социальными службами и НКО. Не стойте здесь долго в очереди, потому что мы не сможем принять от 130 до 140 человек, которые здесь находятся. Но это не проблема. Вы можете прийти на следующий день, и вас обязательно примут, хорошо? Мне очень жаль, хорошего дня. Я пришел в 6:30 утра. Уже было много людей. Придется вставать еще раньше. Я почти не спал. Я пришел сюда около 1:30 ночи. Самое раздражающее, понимаете, это ожидание и то, что не соблюдают очередь, хотя у всех нас одни и те же потребности. Ну, это немного трудно, потому что хочется иметь эти документы, чтобы жить в этой стране с лучшей жизнью. Программа легализации – ключевой элемент политики правительства Педро Санчеса. Она направлена на интеграцию мигрантов в экономику и компенсацию старения населения. По оценкам аналитиков, именно мигранты обеспечили значительную часть роста, почти половину экономического подъема в последние годы и большинство новых рабочих мест. При этом Испания идет вразрез с общей тенденцией в Европе, где многие страны, напротив, ужесточают миграционную политику. Теперь главный вопрос. Справится ли административная система с наплывом заявлений и удастся ли властям реализовать эту реформу без сбоев? Миллиардер Илон Маск оказался в центре расследования во Франции, которое может усилить напряжение между США и Европой. Парижская прокуратура вызвала Маска на допрос по делу, связанному с платформой X и ее чат-ботом Grok.
Речь идет о возможных нарушениях. От незаконного использования данных до распространения противоправного контента, включая дипфейки. Следствие началось после обысков во французском офисе X и жалоб со стороны политиков и правозащитных организаций. Отдельно изучается работа алгоритмов платформы и их влияние на распространение информации. Сам Маск ранее отверг обвинения, назвав расследование политически мотивированным. При этом участие в допросе остается формально обязательным, но принудительно обеспечить его явку французские власти пока не могут. Контекст выходит за рамки одного дела. Власти США, по данным СМИ, уже сигнализировали, что не готовы сотрудничать с французским расследованием, что подчеркивает растущий конфликт вокруг регулирования крупных технологических компаний. По итогам допросов прокуратура решит, закрывать дело или переводить его в полноценное уголовное расследование. Папа Римский Лев XIV продолжает свою масштабную поездку по Африке, в ходе которой делает все более жесткие политические и социальные заявления. Напомним, на африканском континенте проживает более 280 миллионов католиков. Выступая в Анголе, в городе Саурима, у границы с Демократической Республикой Конго, понтифик заявил, что миллионы людей в мире до сих пор подвергаются эксплуатации авторитарными режимами и обманутыми самыми богатыми. По его словам, насилие, угнетение и несправедливость противоречат основам христианской веры. Сегодня мы видим, как надежда многих людей разрушается насилием, эксплуатируется авторитарными и обманывается богатыми. Из-за этого, когда несправедливость развращает сердца, хлеб всех становится собственностью немногих. Перед лицом этих зол Христос слышит крик народов и обновляет нашу историю, поднимая нас после каждого падения, утешая нас в каждом страдании и вдохновляя нас в нашей миссии. Мы пришли в этот мир не для того, чтобы умереть. Мы не рождены, чтобы стать рабами. Ни тление плоти, ни тление души. Любая форма угнетения, насилия, эксплуатации и нечестности отрицает воскресение Христа, высший дар нашей свободы. Этот визит – часть 10-дневного турне по 4 странам Африки, включающего Алжир, Камерун, Анголу и Экваториальную Гвинею. Папа посетит 11 городов в 4 странах и преодолеет около 18 тысяч километров. Это одна из самых сложных поездок предстоятелей католической церкви за последние десятилетия. Ангола стала 3-й страной на маршруте. Страна, пережившая почти 30-летнюю гражданскую войну и до сих пор сталкивающаяся с бедностью и социальным неравенством, выбрана не случайно. Ватикан подчеркивает внимание к регионам, где церковь играет значительную общественную роль. По данным международных организаций, более половины населения Анголы идентифицируют себя как католики. При этом значительная часть граждан страны продолжает жить за чертой бедности. Во время поездки Лев XIV также акцентирует внимание на темах неравенства, эксплуатации ресурсов и ответственности политических элит, что уже вызвало резкую реакцию со стороны Вашингтона и лично Дональда Трампа.